Сидишь такой, ничего не делаешь. А потом бах, и у тебя забирают компьютер. Итак, сначала я расскажу, что за оборудование у меня было. Ведь здесь был не только компьютер. Но начать я собираюсь именно с него. Это Mac Mini с процессором Intel Core i5. Здесь установлен жесткий диск на 500 гигабайт. Ну а сейчас я загрузился с SSD диска. Здесь USB 2.0. Есть инфракрасный порт. Графика Intel HD Graphics 3000. Монитор Acer V193W с разрешением 1440 на 900 пикселей. Соотношение сторон 16:10. Дисковода нет и гигабитный нет. 2 гигабайта оперативной памяти. Частота 1333 МГц. DDR3. Слот для карт памяти. Здесь у меня был установлен драйвер Paragon NTFS, чтобы можно было делать бэкап. Скидывать данные с Мака на внешний жесткий диск. Также можно редактировать файлы в файловой системе NTFS, которая используется в операционных системах Windows. Файлы с расширением рынка — это ярлыки. Яндекс.Браузер загружается за 7 секунд. Google Chrome загружается за 8. Видео Full HD смотреть можно, но на этом экране будет просто сверху и снизу, так как он имеет соотношение сторон отличное от 16:9. Здесь такая клавиатура с 2 USB портами, так как у самого компьютера всего 4 порта. Эти 2 оказались очень кстати. В этом компьютере нет порта DVI и VGA тоже, поэтому монитор подключен через переходник. Здесь есть разъем для питания, интернет, HDMI, 4 USB порта, слот для SD карточки и разъем для наушников. Есть разъемы Firewire и Thunderbolt. У этого монитора разрешение 1400 на 900 пикселей и соотношение сторон 16:10. Это динамики, стерео.
У этих динамиков есть регулировка громкости низких частот и высоких частот. Подключение через стандартный кабель. Есть переключатель. Я их не использовал, так как есть встроенные. И они звучат так. У этого компьютера есть пульт, но у него, видимо, сели батарейки, он не работает. С его помощью можно менять громкость и трек. Ну а мышка тут моя. А это старое видео с компьютером Mac. Тогда компьютер был другой, и у меня была другая квартира. Здесь тоже был сканер. Это характеристики компьютера. Мемчик. 2011 год. К тому же был выдан набор Lego Mindstorms Education. 437 деталек. Также здесь есть очень интересный цифровой микроскоп. Здесь в комплекте есть инструкция, диск, разные объективы и образцы. Морская соль. Яйцеклетка креветки. Дрожжи. Смола. Инструкция. А вот и сам микроскоп. И диск с программным обеспечением. А в этом очень маленьком чемоданчике есть еще образцы. Стебель хлопка. Древесный ствол. Лук репчатый. И лапка мухи. А вот образец среза сосны, к сожалению, был утрачен, так как я был неосторожен. У микроскопа два кабеля, один к сети и другой к компьютеру. Тот, который к сети, нужен исключительно для того, чтобы здесь был свет. При помощи этих двух деталей можно закрепить осматриваемый объект. Здесь можно переключить цвет. А это дополнительная линза. Здесь есть две насадки. Одна обычная, а другая для того, чтобы смотреть на компьютере. Высоту платформы можно изменить. Поддерживается увеличение в 4, 10 и 40 раз. Если использовать обычную программу для записи фото и видео, то микроскоп определится как камера. На этот микроскоп я сделал следующие снимки.
К микроскопу прилагался диск с программой для Windows, а тут-то Mac. Здравствуйте. Здесь также есть принтер, но я им не пользовался. Также здесь есть такой сканер. Здесь есть выбор разрешений, но слишком большое разрешение выбрать было нельзя, так как компьютер не поддерживал. Также здесь есть настройки для улучшения качества изображения. И таким образом можно сделать картинку намного лучше. Также здесь есть одна очень нужная и полезная функция. Сканер может сканировать слайды, пленки и негативы. Еще здесь есть такая справка. Эта программа была установлена на диск из комплекта. Здесь такая версия программы 1.0.L1.4. И если установить программу из интернета за этим модели сканера с официального сайта, то она, к сожалению, не работает. Видимо, потому что оборудование старое. На сканере и на другой технике есть инвентаризационные номера. А остальное оборудование перечислено на этом листе. Здесь есть сканер, наушники, веб-камера 480p. Микрофон. Программное обеспечение перворобот. Световой фильтр, удлинитель, горизонт. Но на самом деле называется гарнизон. Датчик света к микрокомпьютеру, графический планшет, конструктор Лего, комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений. Цифровая фотокамера Canon RT300ES, которая снимает видео в HD 720p. Блок питания, перворобот и соединитель. И еще что-то. Микроскоп Microlife. Коронки и черно-белый принтер HP. Кстати, компьютеры и монитора в таблице нет, но инвентаризационный номер на них имеется. Каждый раз перед инвентаризацией. Вычислять. Чтобы компьютер загружался быстрее, я использовал SSD-шник. Итак, компьютер и другое оборудование забрали, потому что оно было выдано только на время обучения в школе. Это было дополнительное образование в школе. Я его закончил и перешел в вуз. Здесь такой сайт, как в обычной школе. Еще здесь можно учиться на очной основе. Так как мне позволяли обстоятельства, я учился в обычной школе. У меня учителя приходили на дом. И еще дополнительно в школе. Во время обучения я выбрал следующие курсы. Я играю на рояле, английский язык, рисование вард-рейдж, библейские истории, музыкальные истории, компьютерная графика, английское путешествие и создание флеш-игр. Таким образом, я научился работать в Photoshop и делать несложные игры во флеше, который будет скоро убран из браузеров. А вот монтировать видео я научился сам. И хотя я не использовал все функции программы Premiere, но мне и этого достаточно. Очень хорошо, что существуют такие организации, благодаря им такие люди, как я, и не только, могут научиться работать на компьютере и изучать различные курсы. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока!